Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и в данном видео я хотела бы вас познакомить с Goddess Love Oracle, младшей сестрой оракула Goddess Dream Oracle от издательства Rockpool Publishing, на которое я не так давно делала обзор. Автором которой является Венди Эндрю. Премьера колоды состоялась 18 марта 2021 года, цена $13 70 центов на Амазоне. Если предыдущая колода была более такой, знаете, летней-осенней версией, то это зимний-весенний. Но это только мои ощущения и ассоциации. А вы решайте сами, какой она вам кажется, более теплой или холодной, и обязательно напишите в комментариях. Колода поставляется вот в такой прочной упаковке. Стандартная для данного издательства. Знаете, по ощущениях она напоминает ли художественное полотно, так как и в предыдущей версии, но рельефность не так, знаете, не так явно выражена. Коробка состоит из двух частей, и с обратной стороны мы видим миниатюры трех карт и описание. Сейчас, как никогда, пришло время открыть наши сердца и вспомнить, что мы – это любовь. Богиня – это источник, безграничный поток любви, который создал нас и заботится о нас. Она зовет вас. Она всегда с вами. Она дух земли и смена времен года. Ее путь не имеет ни начала, ни конца. Она чудесный бесконечный цикл бытия. Придите через сезоны перемен вместе с богиней и раскройте истину своей души в этом иллюстрированном оракуле красоты и любви. Крышка здесь очень легко открывается, могла бы прилегать и плотнее. Здесь мы видим вот такой на дне крышки красивый узор. Дальше рекламка от данного издательства и МБК. МБК также, обложка МБК также имеет такую вот, знаете, интересную рельефную структуру. Инструкция в цвете. Бумага здесь плотная, все в стиле колоды. Итак, инструкция состоит из содержания. Как мы видим, карты здесь пронумерованы и расположены в алфавитном порядке, что упрощает их поиск. Вступление. Раздел «Как пользоваться картами», где говорится, что не существует определенных правил пользования данным оракулом. Работайте через интуицию. Несколько слов о том, что если хотите, можете очистить пространство, успокоить свой ум и так дальше. И дальше расклады однокарточные, еще один трехкарточные расклады. И дальше интерпретация карт. Каждая карта занимает 2 страницы. Как мы видим, структурно значение каждой карты состоит из миниатюры карты, номера, названия, ключевой фразы, дальше непосредственно самозначение и ежедневная практика вдохновения. В данном случае информация у нас по каждой карте дается намного больше, чем в предыдущей версии. Давайте рассмотрим первую карту – подлинность. Пусть ваша правда будет услышана. Рианун приходит к вам сейчас и говорит, чтобы вы сделали шаг к своей собственной подлинности. Вы можете чувствовать внутри себя конфликт, который возникает из-за того, что вы выходите за рамки своих глубоко укоренившихся ценностей и убеждений в попытке соответствовать и быть похожим на других. Богиня призывает вас вернуться к своим собственным ценностям, владейте ими, пусть они станут такой же частью вас, как ваше сердце, вашей кровью, а легкие вашим дыханием. Пусть ваши эмоции, слова и действия будут едины. Пусть ими руководит нежная мудрость богини. Позвольте ее любви и состраданию ко всему сущему войти в ваше существо. И вы будете двигаться в согласии со своей душой. Это и есть подлинность. Идите по своему пути с высоко поднятой головой и говорите свою правду. Впустите свои эмоции и
свои слова, и пусть ваши действия расскажут историю любви. Белый конь богини будет вашим проводником. Идите уверенно, не бойтесь признавать свои ошибки на этом пути. Слушайте и учитесь. И если нужно, наберитесь смелости извиниться и измениться. Верьте в свои сны. Если они соответствуют пути богини, чистоте, доброте и любви, они исполнятся. Призовите Рианон, богиню творчества, которая поможет вам проявить свой истинный потенциал. Сейчас для вас настало время найти новые способы показать свои истинные ценности и стать на путь истины. Рианон даст вам смелость соединиться с теми частями себя, которые вы до сих пор скрывали. Позвольте вашему внутреннему свету сиять. Пусть ваша правда будет услышана, а ваша подлинность показана. Ежедневная практика, вдохновленная богиней. Составьте список из 10 своих главных ценностей и посмотрите, есть ли у них иерархия важности для вас. Для этого спросите себя, что для меня важно в жизни? Четкая ценность, как правило, абстрактна, состоит всего из нескольких слов и не связана с конкретным контекстом, вещью или человеком. Свобода, игривость, вклад, спокойствие и сострадание – это все примеры ценностей. Составив свой список, размышляйте над ним каждое утро и вечер. Спросите себя, что вы делаете, что соответствует или не соответствует вашим ценностям. Это четко направит вас от внутреннего конфликта к дальнейшей подлинности. Таким образом прописаны у нас все карты. В самом конце у нас информация об авторе и художнике, который является Венди Эндрю. Ну что ж, с инструкцией мы, пожалуй, закончим и давайте переходить к картам. Итак, карты у нас умеренно глянцевые, плотные, но тонкие, что характерно для данного издательства. Качество печати и цветопередачи восхитительное. Вот таким образом у нас выглядит рубашка. Срез гладкий, нигде ничего не сыпется, не кошлачится. Все со срезом у нас отлично. Ну что ж, давайте уже поближе познакомимся с нашим оракулом любви богини. Итак, поехали. Подлинность. Пусть ваша правда будет услышана. Здесь изображена Рианон, богиня лошадей в валлийской мифологии. Пробуждение. Жить в моменте. Блаженство. Откройте свою дверь к божественному. Спокойствие. Позвольте всему устабилизироваться. Забота. Будьте нежны с собой. Дружеское общение. Вы не одиноки. Сострадание. Вас любят безоговорочно. Творчество. Воспользуйтесь днем. Целеустремленность. Ваши испытания принесут плоды. Просветление. Позвольте свету богини наполнить вас. Поток. Позвольте благословениям богини обогатить вашу жизнь. Щедрость. Будьте божественным потоком природы богини.
Гармония, идеальный баланс. Надежда. Из тьмы приходит свет. Воспламенение. Высвободите свой потенциал. Путешествие. Ваша жизнь – это священный дар. Радость. Примите благословение жизни. Любовь. Освободитесь от всего, что вас удерживает. Любите свое тело. Пусть ваша красота излучается наружу. Воспитание. Восстановите свой баланс. Мир. Откройте свое сердце. Защита. Богиня прикроет вас. Сияние. Радуйтесь своей жизни. Перестройка. Почувствуйте прилив и отлив жизни. Возрождение. Отпустите узы, которые связывают. Очень милая такая сладкая карта, знаете, у меня вот сразу же вот такое ощущение с детством. Отражение. Исцеляющая трансформация. Да, я уже говорила в предыдущем обзоре, когда делала обзор на старшую сестру этого оракула. Отдых. Будьте спокойны и слушайте. Я говорила, что оракул вызывает, и предыдущий, и этот вызывает вот такие, знаете, чувства спокойствия, умиротворения, беззаботности, безопасность вас держат. И знаете, вот такие возникают ассоциации с детством, когда ты читаешь сказки, вот такие, знаете, приятные, теплые ощущения, когда тебя что-то такое теплое окутывает. И ассоциации, знаете, у меня с мамой. Святыня. Соедините со своей внутренней силой. Этот оракул вообще не похож на другие. Самопознание, погружение в глубину. Да, мы привыкли, что у нас все оракулы такие красивые, такие вот коллаж, какая-то магия, волшебство. А здесь тоже есть волшебство, но оно совсем другое. Убежище. Вас лелеют. Это, знаете, вот очень красиво нарисованные карты. Очень. Сияние. Держите голову высоко. У меня, знаете, ни один, я уже говорила, еще раз буду говорить, что ни один оракул не вызывал у меня никогда таких ощущений, как оракул снов богини и оракул любви богини. Сон. Замедлитесь. Неподвижность. Будьте спокойны и тихы.
Дикость и свобода. Отпустить и быть. Мудрость. Помнить. Подводя итоги, могу сказать, что карты очень красивые, нежные, но, как я уже говорила, здесь преобладают, знаете, более такие холодные оттенки, и, соответственно, колода визуально для меня лично не такая теплая, как ее старшая сестра. Но я очень рада, что приобрела ее, автор действительно постаралась. Кстати, читала много отзывов, что люди больше любят именно оракул любви богини этот, да, чем оракул снов богини. Они обе прекрасны по-своему, в каждой есть своя изюминка. Данный оракул такой же мягкий, добрый, но у меня лично ассоциируется, знаете, вот с таким зимним периодом. Качество также отличное. Вы можете использовать данную колоду как оракул, но и также медитировать на нее. Напишите в комментариях, понравилась ли она, какие у вас ассоциации с ней. Может, у вас уже есть эта колода. Я буду благодарна за любую обратную связь. Я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.